Итак, здесь мы говорим о культурном феномене через призму искусства и музыки. Музыка, движение, танец, прическа, стиль одежды, а затем отношения — это составляющие этого культурного феномена. Вы знаете, у Элвиса была особая музыка, движение и прическа. Красивый парень. Да, вот и все. А затем отношения, которые, кстати, напомните, чтобы я включил одно из ваших видео. Это видео с одного из ваших каналов. Хорошо, поговорим об отношениях. Димаш — скромный и уверенный лидер, сильная харизма, уверенный, но добрый человек. Итак, это составляющие культурного феномена, а также это элементы и других вещей, например, таких, которые позволяют узнавать человека во всем мире. Потому что Элвис, Битлз и Майкл Джексон были признаны на всех континентах по всему миру. Я также добавил бы к этому списку талант и упорный труд. Все эти парни, Элвис, Битлз, Майкл Джексон, они все много работали. И Димаш тоже так делает. Элвис исполнил свою первую песню в 1954 году, и он стал резко популярным в 1954 и 1955 годах. А потому вы знаете, забавно то, что в 1958 году, когда Элвис был действительно на пике своей карьеры, именно тогда родился Майкл Джексон, а также родились Принц и Мадонна. Вы знаете, я слышал одну историю, что в 1954 году Элвис пытался петь, и его учительница сказала, что он совсем плохо поет. А на следующий день он принес свою гитару. Да, это правда. На самом деле я знал женщину, которая наблюдала, как он играет американский футбол. Она выросла с Элвисом и говорила о том, что он был действительно хорошим парнем. Вы знаете, когда слышите это от обычных людей, которые знали Элвиса, то они просто говорят, что он был таким приятным парнем. Все, кто его действительно знал, говорят, что он был хорошим человеком. И ему нравились абсолютно все люди. Его не волновал цвет кожи. Он любил музыку, и он пел в церквях для афроамериканцев. Я имею в виду, что когда он только начинал, он был хорошим музыкантом или плохим, как сказала его учительница. О, он был хорош. Он принес свою гитару в школу и стал петь в школе и в церкви. По субботам у него были представления в школе, а затем в воскресенье он выступал в церкви. В субботу вечером он сходил с ума и занимался музыкой. Похоже, его учительница была хейтером. Да, или она была невежей. Вы знаете, учителя часто хотят, чтобы ученики слушали их советы. Например, стать доктором. Но музыка — это совсем другое. Вы знаете, моя мать была такой. Она не хотела, чтобы я занимался музыкой или футболом. Она говорила, что это хорошая идея, но я все равно должен быть врачом или юристом или кем-то еще. Но также над ним немного издевались хулиганы. Он пел, поэтому они завидовали и издевались над ним. И они порвали его струны на гитаре. А на следующий день его одноклассники собрались вместе и купили ему новые струны. И это значит, что всегда есть и хорошие люди. И это то, что я хочу сказать о Димаше. Нужно просто иметь в виду, что это американский рынок. Они все знают, они умны. Но есть только 10% людей, которым вы действительно можете доверять. В общем, а потом появились Битлз в 1964 году. В декабре 1963 года они впервые прозвучали по радио. И я это услышал сам. Это было вон там, в паре миль отсюда. И я слышал это по радио. Но мне было 5 лет, и я тогда положил швабру на голову, чтобы стать похожим на Битлз. И мои сестры повторяли за мной, как будто я был одним из Битлз. Потом появился Майкл Джексон в 1979 году с его сольным альбомом, 4 песни из которых стали хитами. Затем был 81 год и MTV, а затем 82, 83 и 84, когда карьера Майкла Джексона взлетела. Это началось с его альбома «Триллер», который он тогда выпустил. Это самый продаваемый альбом всех времен. Примерно 110 миллионов копий или что-то вроде того. Больше всего из всех альбомов было продано копий именно этого альбома. Так что я хочу показать вот этот пример. Это абсолютно изменило мировую музыку. Этот момент произошел в январе 2017 года. И, как я сказал, это переломный момент в популярной музыке. И, как я сказал, этот переломный момент в популярной музыке произошел, когда он выступил в январе 2017-го с песней SOS. Этот момент войдет в историю. Это говорю вам я, инфоартист Джей Кей. А затем произошел еще один ключевой момент, 8 марта 2020 года. Теперь я собираюсь дать слушателям шанс разобраться в этом. Это песня Your Love. И это будет рассматриваться как важный момент в истории популярной музыки. Потому что это кульминация той истории, когда Игорь
Игорь Крутой впервые услышал этот невероятный голос Димаша. И он написал песню специально для Димаша, а Ерлан Бикчурин помогал с аранжировкой. А Лара Фабиан написала текст к этой песне. Поэтому я рассматриваю песню Your Love как еще один ключевой момент. Так что ключевыми песнями стали SOS, Your Love, а теперь и песня Be With Me. Вы имеете в виду его первый онлайн-концерт? Что касается его онлайн-концерта, я говорил о том, что песня Be With Me исполнена немного в рок-стиле, но там тоже были использованы домбра и национальные инструменты, как это делал Джимми Хендрикс, и эта песня имеет большой потенциал. Я не говорю, что этот потенциал достигнут, но это указывает на направление его дальнейшего творчества. У Димаша присутствует классическая опера, поп, рок, казахский фолк. Но угадайте, что из этого списка также делали и Битлз. За исключением одного стиля. У них не было оперы. У них была классика, и продюсер Джордж Мартин был преподавателем по игре на фортепиано. И поэтому у них были все такие же стили, как и у Димаша. Но он добавляет оперу и казахский фолк. Вот почему я делаю так. Это траектория. И мы не видели культурных явлений такого уровня со времен Майкла Джексона. И Мадонна тоже. Мадонна была для женщин культурной иконой. Она стала самым продаваемым артистом. И она также падала на колени во время выступлений. Вы же знаете, как это драматично, когда Димаш падает на колени. Насколько это мощно, когда Димаш поет стоя на коленях. Когда я впервые увидел ее, она ползала по сцене, как будто она даже не вставала у микрофона. Она ползала и танцевала, потому что она тоже была танцовщицей. На самом деле, она поехала в Нью-Йорк, чтобы стать танцовщицей, и в итоге занялась музыкой. Так что я перехожу к последней части, которая находится прямо здесь. И тут я говорю о будущем. Давайте немного вернемся назад. Когда мы в последний раз разговаривали, я сказал, что Димаш похож на Битлз, период осени 1963 года, прежде чем они приехали в Америку. Он на том же уровне, но сейчас другое время. Но у него есть потенциал, чтобы сделать это. Я имею в виду, что у него есть потенциал стать культурной иконой, как и у тех парней. Этот потенциал еще не реализован, но он уже мировая звезда. Ну вы знаете, можно повторить, что он хочет попасть в Америку, он хочет получить Грэмми. Потому у Димаша есть потенциал для выхода на следующий уровень. Казахская народная музыка и его культура, которую он приносит миру, является ключевой частью того, что он является следующим культурным символом. И это огромная часть. А другая часть в том, что он уже создал новый звук. Поэтому я сказал, что песня Your Love — это новое звучание. Сначала песня звучит как диснеевский мюзикл, а затем переходит в классику и поп-стиль. Потому что Игорь Крутой пишет музыку в поп-стиле и классическом стиле. Он занимается не только классикой и поп-роком, но и оперой. Так что у него есть казахская культура и музыка. Есть опера, а также он добавляет немного джаза. И он учится писать классическую музыку. И он сказал, что может в конечном итоге написать сонаты, и почти уверен в этом. Так что я надеюсь, что он это сделает, потому что это позволит ему углубиться в тему, и он будет в культе музыкального мира. Он бы затмил всех, если бы он написал инструментальную классическую музыку. Он бы вырос как дирижер своих собственных песен, а затем и тех, которые он будет петь в будущем. Я уже говорил, что Димаш мультиинструменталист, который отличается от Пола Маккартни, который также играл на нескольких инструментах. Но Майкл Джексон не играл на многих инструментах, а Элвис просто играл на гитаре. Но Пол Маккартни мультиинструменталист, и классическая композиция Димаша выделила бы его среди прочих. Он уже изучил все это академически и получил степень магистра. А быть музыкантом, новатором и академиком — это очень редко. Обычно вы либо занимаетесь учебой, либо выходите в мир и просто исполняете свою музыку. А он делает и то, и другое, и это тоже сыграет свою роль. Кроме того, что он уже превзошел всех вокально. И я понимаю, что этот факт будет сложно принять некоторым фанатам Элвиса. Его постоянные тренировки и его диапазон превзошли всех этих парней, и он может достигнуть вашей души. Элвис, Битлз и Майкл Джексон также могли достичь вашей души, так что они все одинаковы в этом. Но у Димаша больше тренировок и больше возможностей. Итак, давайте подытожим. Что касается Гирс, то это люди любого возраста и пола. Это и музыканты, и не музыканты. Его музыка подходит всем. И он уже возглавляет новое музыкальное движение. А он уже изменил мировую музыку на 2+ октавную мелодию. Он уже это сделал. Он уже изменил музыку.
Это уже факт. И он изменил музыку в хорошем смысле. И теперь есть молодые люди, которые говорят своим учителям по вокалу: «Нет, я хочу петь как Димаш. Не заставляйте меня просто петь оперу или джаз. Я хочу научиться петь все это». И поэтому они учатся петь, используя свистковый регистр, фальцет, средний диапазон, свои низкие ноты. И их уже тренируют прямо сейчас. А Димаш идет впереди всех. Вот и все. Учитель закончил свою работу. Какие будут вопросы? Я просто хотел еще добавить, что Димаш не собирается останавливаться. Он продолжает развивать свой мощный голос и навыки игры на музыкальных инструментах. Так что я думаю, что мы можем ожидать чего-то по-настоящему крутого. И довольно скоро, может быть, уже в этом году. Я согласен. Потому что парням из Битлз было чуть больше 20, когда они выиграли свой первый Грэмми. Джорджу Харрисону был 21 год, а Ринго Старру было 24. Майклу Джексону был 21 или 22 года, когда он получил Грэмми. Но Элвису было 32, когда он получил свой первый Грэмми. И он получил эту награду за пение музыки госпел. А Мадонне было 31-32, когда она получила свой первый Грэмми. Димашу сейчас 26, и мы знаем, почему так много Дирс им восхищаются. Именно потому, как вы только что сказали, что он еще не достиг своей вершины. Но мы знаем, чего добились вот эти ребята. И у них на это было мало времени. Вы знаете, что касается пика популярности, то у Элвиса было около 10 лет, у Битлз было около 8 лет, у Майкла Джексона около 10, может быть 12. Мы знаем, что Димаш невероятно захватывающий, и он может остаться в истории как мировой культурный феномен. Давайте я покажу вам вот это. Есть фотография с Димашем, похожая на Битлз. Вы знаете, он может участвовать в группах. Да, верно. И я соединил вот эти фотографии вместе. Тут получилась группа из 4 человек. Вам это видно? Да, видно. Это может быть любой другой композитор, кроме Игоря Крутого. Димаш, его отец и Ерлан Бекчурин. И это 4 Битлз. А вот что я подготовил недавно. Что же произойдет дальше? Загадка, верно? Куда он отправится дальше? Очень интересное окончание. Может быть, есть еще какие-либо вопросы? На самом деле я хотел добавить, что у Элвиса был первый онлайн-концерт в 1973 году. Да, он был показан в 38 странах. Так что у Димаша также был онлайн-концерт, который был показан в большом количестве стран. Отличная заметка, потому что Элвис, когда он это сделал, был первым. Этот концерт транслировался через спутник с Гавайев на весь мир. И этот концерт был крупнейшим и самым первым. И вы правы, что и Димаш тоже сделал это. Да, здесь можно провести много параллелей, и важно сказать, что мы знаем, и Ваня знает, что у Димаша есть свой собственный стиль. Он уникальный человек, у него своя команда, он умен. Мы, конечно, можем все это сравнивать, но он уважает всех этих людей. Он говорит, что он стоит на плечах гигантов, потому что он хочет учиться у них, потому что у него уже есть свой собственный стиль. Он знает, кем он является. И поэтому это весело. Сравнивать все эти вещи, всегда имея в виду, что у него есть свой стиль, и он такой один. И нам просто весело говорить об этом и думать о том, что он собирается делать дальше. Да, мы можем просто отметить сходство, которое мы можем найти в истории известных артистов. Да, именно так. Мы можем сравнивать Селин Дион с Мадонной и еще с 20 или 30 людьми. И он очень уважает творчество Майкла Джексона. Он уже говорил о великих казахстанских певцах, а также он восхищался великими китайскими певцами, русскими певцами. Он знает, что он делает. Он супер умный, супер смекалистый, и он очень амбициозный. И это интересно. Это то, что вам нужно получить от культурного феномена. И у него отличный баланс, приносящий пользу. У него есть желание прекратить эти глупые войны. Да, Димаш. Я хочу рассказать кое-что о менеджере Элвиса Пресли. Хорошо, у нас еще есть несколько минут. Хорошо, договорились. Его менеджера звали полковник
Том Паркер. Он не был полковником, и его не звали Том Паркер. Он был из Нидерландов, и он уехал оттуда, когда ему было 19 по семейным обстоятельствам, потому что он никогда не общался со своей семьей, с которой он был действительно близок. И есть книга Елены Нэш, которая много объясняет о Томе Паркере. Элвис был его золотым гусем. Элвис был способом заработка больших денег. Он не заботился об Элвисе как о человеке. И в этом заключается разница с Канатом Айтбаевым, который является отцом Димаша. Так что это еще одно обстоятельство, положительно влияющее на карьеру Димаша. Полковник Том Паркер оказал плохое влияние на Элвиса, хотя он проделал отличную работу по распространению информации об Элвисе. Маркетинг был великолепным. Менеджер Битлз умер молодым при загадочных обстоятельствах. Я не знаю, в курсе ли вы того, кто такой Брайан Эпштейн, но в любом случае Димаш находится в хороших руках со своей командой и его отцом. И он родом из Казахстана, где он жил в очень хорошей семье. И он мог просто развиваться как артист. И его бабушка и дедушка хотели, чтобы он был певцом. Не то, что моя мама, которая сказала: это, конечно, весело, но ты должен быть врачом, юристом или учителем. С учителем было все в порядке, поэтому я стал учителем и тренером. В любом случае, что же будет дальше? Да, теперь мы можем анализировать историю музыки и исследовать феномен Димаша. Да, из Казахстана он приезжает в Америку. Есть идеи, когда это произойдет? Спасибо. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.